Всем привет! Сегодня хочу поделиться обзором и впечатлением от скетчбука от фирмы Sakura размера А4. Изначально этот скетчбук имеет 80 страниц, плотность бумаги 140 грамм на квадратный метр и полный размер 21 на 29, то есть приблизительно А4 размер немножечко меньше. Также бумага бескислотная, что предполагает то, что она не выцветает. В принципе, я этот скетчбук давно хотела, теоретически. То есть я воспитывалась еще при классической художке достаточно давно, уже больше 10 лет назад, когда сильно много художественных материалов не было. То есть достаточно все было ограничено. Одна акварелька, там, несколько видов бумаги, и потом только когда я уже начала учиться в театрально-художественном, там уже как-то было повеселее с материалами, но тогда было не так весело с финансами. И вот эта мысль о том, что хочется скетчбук с твердой обложкой, в черной твердой обложке у меня давно была. Вот я себя решила порадовать. Этот скетчбук я выбрала из-за того, что он достаточно большой, не очень дорогой и со скругленными концами, углами. Это меня всегда очень привлекает. Данный скетчбук имеет резинку, имеет держатель для ручки. И, кстати, резинка неожиданно оставляет очень сильный след. Возможно, мой скетчбук достаточно долго лежал и уже впечатался сам себя. Конечно же, есть сзади карман, он практически всегда и везде теперь есть. Эту фишку подцепили у Moleskine, и теперь все этим занимаются. Мой карманчик приклеен не очень добротно, там в одном месте залом, но это не уменьшает его функциональность. Также есть ляссе, то есть закладочка. Такая приятная мелочь, мне кажется, не особо функциональная. Сама по себе бумага желтоватая. Я думала, что она менее желтая, если честно. Меня пока что этот момент смущает, но в целом, когда я уже начала делать скетчи в этом скетчбуке, я немного поменяла свое мнение. Далее сама бумага не имеет сильной фактуры, то есть она практически гладкая. Я проверила практически все материалы, которыми я пользуюсь, то есть это линеры, это брашпен, это акварельные карандаши, обычная акварель, немножечко гуаши, и потом я еще вспомнила, что у меня есть маркеры, я проверила еще и маркеры, как они смотрятся, и, конечно, ожидаемо было то, что акварель и гуашь, она оставляет пузырики на этой бумаге, она, в принципе, не предназначена для этого. То есть сама Sakura говорит, что здесь можно рисовать карандашом, пастелью, углем и тушью, какими-то, скорее всего, линеры предполагаются. Те же самые Sakura Micro Pen, они предполагаются. Я, в принципе, не брала с какой-то определенной целью, мне просто хотелось иметь такой скетчбук, и только после того, как я недавно прошла случайно, наткнулась на марафон по домам от скетч-школы «Два балкона», я поняла, что я буду здесь рисовать. То есть мне понравилось делать стилизованные скетчи городские, когда сначала делается вся графика, потом немножко раскрашивается это все акварелью, и по правильным канонам немножечко все искажается. Мне показалось это очень даже интересно, потому что, в принципе, я такой... как я уже сказала, не приверженец, но я просто воспитывалась на классической школе, где все четко по линейке, все от руки, но все очень строго, обязательно вся перспектива очень четкая, ясная. И у нас даже ходила преподаватель с огромной линейкой, проверял, сходятся ли все линии на горизонте, все ли правильно сделано. Поэтому скетчирование немножко такое стилизованное, с пляшущими домиками, для меня стало таким открытием, немножко сложным в исполнении, потому что для меня это внутренне было немножко сложно все это перебороть в себе. Но я поняла, что для этого скетчбука, наверное, это идеальное, потому что его можно брать с собой, так как он с твердой обложкой, его можно спокойно даже на коленках держать, и можно делать какие-то и скетчи с натуры.
Поэтому здесь первым скетчем стал такой вот желтый домик. Это какая-то фотография Петербурга. Я очень давно хотела сделать этот домик, но все никак не могла к нему подступиться. Мне казалось, что просто фотографически его перенести это не так интересно. Нужно было что-то поинтереснее. Вот как раз наткнувшись на марафон, я поняла, что это идеальный стиль для этого домика. И я сделала графику, потом немножко акварели, потом еще немножко акварели, потом еще немножко акварели. Я думала, что акварели сделаю немного меньше, но меня немножко понесло, потому что я распробовала петербургскую охру и дюну, цвета в Невской палитре новые. Мне так понравилось, что мне было сложно остановиться. По итогу, конечно же, бумагу повело. Она не предназначена для акварели. Я прекрасно это понимаю. Я знаю, как выглядит акварельная бумага. И я сделала небольшое себе, такую медвежью услугу, так сказать, потому что я спешила и просушивала слои акварели феном. И это была грандиозная ошибка, потому что даже хорошая акварельная бумага, например, как я сейчас пишу на Малевич, она 300 грамм на квадратный метр, то есть она практически картон, даже ее ведет немного, если просушивать акварель феном. А здесь, конечно же, вообще весь лист покорежило, но мне даже нравится вот эта фактура, немножко такая кривая, косая, в этом даже что-то такое есть. Поэтому, скорее всего, я буду продолжать именно в этом стиле работать. Я, конечно, хочу еще попробовать гуашью, поработать в этом скетчбуке, мне интересно, потому что гуашь, в принципе, не особо прихотливая, она оказалась очень даже такой легкой барышней. Никогда не думала, что я влюблюсь в гуашь, потому что мне всегда казалось, что это какой-то такой детсадовский или первоклассовский какой-то материал, который взрослые дяденьки и тетеньки не пользуются. Общее впечатление, конечно, хорошее после скетчбука. Он мне в целом понравился, он немножко не такой, как я предполагала, как я ожидала вообще, но он мне понравился, буду дальше пользоваться и вам советую. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока!